Всем привет! У нас наступила весна, Налу тут сидит, кайфует, но нам пора собираться домой. Точнее, не собираться, а ехать домой. Нам, конечно, тут 2 шага. И вы только посмотрите на этого прыщавого подростка. Самого прыщавого подростка. Ну что, добро пожаловать в весну. С вами Катя, и это новая серия моей династии. У нас первый день весны, и это ли не повод записать новую серию? Мы голодные, но кушать мы не будем, потому что мы сейчас отправимся с друзьями в закусочную. Боже мой, после этих всех праздников я разучилась разговаривать реально. Нужно немножечко прийти в норму и вспомнить, что такое записывать серию вообще. Так, мы приехали в нашу закусочную, и кого мы с собой взяли? Мы взяли Шона, потому что это наш лучший друг, один из, да. В последнее время мы очень близко и хорошо общаемся с Диной. А ну, Дина, покажись. Вот. Мы даже у нее дома тусовались вместе с рыженькой подружкой Лилу. И мы взяли с собой Лукаса, кто давно его не видел. Пожалуйста, вот он. А почему мы вообще его взяли? Мы с ним не супер классно общаемся и дружим, так как он парень постарше, но он нам постоянно выписывает в кролике общения. Это Лила смешная. Так, Билли, наш новый друг, если вы помните, с прошлой серии мы начали с ним общаться. Он даже к нам один раз домой приезжал. Не знаю, со школы Налу решила его привезти. Всегда приятно с тобой встретиться, Налу. Общение с тобой никогда не приходит без улыбки. И Дина. Лукас, тебе не обязательно смеяться над моими шутками, тоже смешной. Налу всегда заряжает весельем. Ну, в общем, у нас такая вот тусовка тут. Я выставляла в телеграм-канал, что как все резко переоделись. Да, у нас тут уже в этом районе тепло. Я не поняла, зачем Дина переоделась. Спортивная, но что, на пробежку отправляется или что? Походу, да. Ясно. Может, у нее появились дела поважнее. Так, мы заказали вот здесь столик. Вот нас мужчинчик какой-то ведет. Стильняшка, дедуля. Боже, как тут много народу. Знакомого тусуются, смотрите. Родители Лукаса тоже тут тусуются, но они тут рядом живут, поэтому, в принципе, неудивительно. Ну, Налу, понятно, возле Лукаса села. Смотрите, единственное, кто прищава, это Налу у нас. Повезло, блин. Посмотрите, как Лукас смотрит на Налу. Так внимательно. А Шон на Лукаса. Такой, что ты так на Налу смотришь? Короче, да, решили мы Лукаса позвать в нашу тусовочку, пару раз с ним встретиться, так сказать, чисто по приколу. Так, делаем заказ. Я думаю, кофе возьмет Лукас и Дина, если она вообще вернется, потому что она куда-то исчезла. Лимонад возьмет Налу и Шон. Так как Налу голодная, я думаю, что она возьмет вот такие вот аппетитные канули. Дина ничего не будет брать. Она такая, типа, следит за фигурой, тем более мы знаем, что у нее там какой-то новый ухажер, взрослый парниша какой-то появился. Жареная курица с по-перуански, там он с помидорками, с каким-то салатом, с картошкой фри возьмет Шон. Я думаю, что пиццу пепперони возьмет Лукас. Ну, класс, у нас пошел снег. Это грустно, потому что мы тут решили сесть на улице, как раз сладиться первым весенним днем. Но я не знаю, на что они рассчитывали. Все-таки в первый день весны тоже бывает снег. Мне нравится, как они тут сидят, болтают. Налу, давай спросим, как дела у Лукаса? Принужденные беседы. О, давай поговорим о текущей погоде. Скажи, ну как вам, Лукас? Как вам, ребята, эта погодка? Ой, перед этим персонажем невозможно устоять. Лукас очень нравится персонажу по имени Налу. Боже мой. У Налу уже Лукас, предмет воздыхания, да? А Шон уже все, прошла любовь, завали помидоры? Да. Она поняла, что он не особо-то ей нравится, я так поняла. Она такая, не, ну все-таки, конечно, Шон это просто мой друг. Я там что-то себе преувеличила. Но это было все фигня. Да, погодка, конечно, интересная. Лукас, как ты смотришь на то, что это наш предмет воздыхания? Шон красавчик, конечно. Я правильно понимаю, нам не донесли еду, потому что тут зонтик стоит? Ну да, этого мне только не хватало, конечно. Добрый день. Отлично, у нас официант, посмотрите, зато какой быстрый, как он быстро до кухни добежал. Блин, ну вот это нам повезло, конечно, с официантом. Главное, что он нам еду принес и не сожрал нас, конечно. Удалила я зонтик, к сожалению, потому что он помешал нам еду поставить. Ну давай как-нибудь намекнем Лукасу, что нам нравится.
позаигрываем. Типа, ха-ха, Лукас, что у тебя там за прическа такая модная, новая? Такой неловкий флирт. А если мы возьмем под управление Лукаса, мы сможем посмотреть, как он относится к Налу? У него есть увлечение и... бля. Чувство персонажа Налу к персонажу Лукас. Мгм. Но у Лукаса к нам влечение. Но она ему нравится, понятно. Ура! Нам принесли еду. Дина, ты обиделась, что мы тебе не заказали еду? Ты вроде же не хотела кушать. Флиртующий взгляд? Давай ответим. Лукас флиртует с Налу. Боже мой. Что у них тут происходит, я извиняюсь. Налу, может, ты будешь кушать? Ой, нет. И пить лимонад. Ну, красота. Можно, пожалуйста, убрать этого официанта от нас? Потому что мы немножечко его побаиваемся. Смешные эти подростки. Кстати, Налу сегодня ночует у Дины. Я забыла про это сказать, но сегодня воскресенье, и в понедельник, то есть завтра мы пойдем в школу от нее. Вместе поедем, но мы соседки, в принципе, это как-то не критично, потому что мы живем по соседству. Здравствуйте, молодой человек. Чего вы от нас хотите? Лукас перенервничал, что ли? Почему не покушал, непонятно. Лукас такой, Налу, мыр-мыр-мыр. Так, ладно, я думаю, что Дина скажет, ну что, Налу, поехали уже домой. Уже поздно. У нас там свои планы. У меня брат вечеринку закатил. Я хочу тоже там потусить. Вот, поэтому да, мы сейчас отправимся к Дине домой. Налу скажет, а родители? Она говорит, родителям все равно. Он устраивает вечеринку в гараже, они там просто пьют пиво, тусуются, короче, занимаются всякой фигней. Лукас такой, Налу, я надеюсь, ты пиво не будешь пить? Налу такая, нет, ты что? Но это она ему так скажет. Конечно, мы попробуем пиво первый раз. Все, поехали к ней. Ну что, вот тот самый дом у Дины. Он не в шикарном, конечно, состоянии, но ничего страшного. У нас тут он, кстати, находится прямо возле парка аттракционов. Короче, да, мы тут рядышком живем. То есть вот наш дом, а вот дом у Дины. Просто с противоположной стороны от парка аттракционов. И где у нас проходит туса? А вот здесь. И мы, походу, пришли на самое интересное с Диной. Посмотрите, пацаны тут уже вовсю пиво пьют, стойку на руках устраивали. Кстати, это тот пацак, с которым в ресторане была Дина. Он с клуба Дининого брата и по совместительству является его другом. Поэтому я думаю, что они втихаря там что-то мутят, но не особо сильно-то и скрываются. Посмотри, Дина такая, типа, вы дураки, что ли? Крутит такая пальцем у виска. И вот наша Налу стоит со своим врагом, который уже, походу, хочет щелкнуть по носу, либо мы его хотим щелкнуть по носу. Это тот самый уродец со школы, но я его чуть изменила, чтобы он мне глаза не мозолил. Вот такой вот парень, ну, обычный, ничего в нем особенного и красивого нет. Посмотрите, какие у него ужасные зубы. И оказывается, он друг брата Дины. Вот и брат Дины, мы его тоже видели в ресторане. Если кто-то не понимает, о чем речь, это я все показывала в телеграм-канале своем, где выставляла закадровые скриншоты из династии. Ну что, посмотрим, кто кого там по носу хочет щелкнуть, Налу его или он Налу. Походу, никто никого не собирался щелкнуть по носу, окей. Тут уже у них туса в самом разгаре, глянь, сидят, пьют пиво, играют в настольный футбол, ну вообще. Налу. Ну, а тут музон играет, кстати. Я думаю, что Дина подначит немножко и скажет, давай выпьем с тобой пиво чуть-чуть. Хотя бы один стаканчик на двоих. Ну, Налу скажет, ну ладно, давай. Брат ни о чем не обратит внимания, у них, знаете, такая типа семейка. Ну вот и все. Первое пиво Налу. Смотрите. Я так сказала, как будто бы это, знаете, ролик вот этот вот. Я Катя, и это мой первый бокал. Ну что, Налу, как тебе? Понравилось? Надеюсь, ты не напьешься с одного бокала?
Так, у нас и Дина взяла пиво. У них хорошая семья, у них хорошие родители. Вот смотрите, какой папа. Просто они типа не запрещают там детям тусоваться, гулять, под присмотром, так сказать. И, конечно же, брат не в восторге от того, что Дина пьет пиво, но, знаете, такой мягкий. И он такой, ладно уж, ну, типа, я все равно ее контролирую, мы все равно дома. Не буду при друзьях, типа, ее душнить. Вот выскажу ей все, что я думаю, когда тусовка разойдется. Посмотрите на этих двух идиоток, понимаете? Сидят, пьют, ни стыда, ни совести вообще. Взрослячки. Это, кстати, пацан тоже с нашей школы. Чат. Или Чет. Не знаю, как правильно говорить его имя, но ладно. Смотрите, как вселись тут, вселись. А давайте на Луска, типа, скажет такая, типа, блин, меня этот чувак напрягает, он в школе меня заебывает, а тут еще, блин. Не ожидала его, короче, тут увидеть. И Дина скажет, да, Налу, давай расслабься, пошли лучше поиграем в пиво-понг. Давайте, допустим, вот этот чувак услышит, скажет, пиво-понг, давайте, я сейчас вас тут вообще всех выиграю, и вообще, типа, девчонки, вы, ну, типа, проиграете. Играть пиво-понг с, ну, вот этим чуваком. Представим, что они тут поспорились, там что-то. Он, кстати, тоже с нашей школы. Может, он и узнал Налу. А, понятно, у них тут свои приключения. О! Ну что, игра началась. Я придумала им команду. Интересно, кто против кого будет играть? О, Налу. Проиграла. А ну давай. Попала. Класс. Кто пьет? О, этот чувак. Кстати, как его зовут? Джейдеп какой-то. Не успеваю прочитать, ну ладно. А я не поняла, а что Налу одна играет? Разве с ней не должен... Короче, с ней должен был еще вот этот чувак играть. Но что-то он не играет. Так нечестно, Налу одна все пиво будет пить. Ужас. Хотя, правда, она попадает. Давай, Дина, промахнись. Ура. Не, ну не до такой степени, чтобы плакать, конечно, Дина. Налу, давай, ты сможешь. Походу, мы уже напились, да? Да, бухаю в хлам. Ребята, Налу бухаю в хлам. Еще нравится музыка. Сверхъестественное мастерство. Смерть победила что? Смерть свое дело знает, да играть со смертью гиблое дело. Что? А, это, наверное, из-за того, что когда они были в ресторане, у них официантом был вот этот чувак. Не попала. Боже мой, посмотрите, она уже нажралась. Ну, написано, да, бухаю в хлам. Посмотрите на ее аватарку. А может, она типа сейчас выйдет на улицу, такая, во-первых, сигаретку покурить. Под настроение вот такое вот, да? Думаю, заканчиваю это играть. Посмотрите на нее. Алло, все хорошо у тебя, девочки? Это твой первый алкоголь, как тебе? Кайфово. Ну, девчонки дорвались. Так вот, а я думаю, что она выйдет такая, типа, сигаретку покурить за гаражом. Но у нас нету пачки. Что? Бля. Можете что-то сказать прекратить? Это всех устраивает вот это вот? Окей. Странная у вас тусовка, ребята. Она куда-то не туда зашла. Так вот, у нас нет сигарет. Может, тут, конечно, кто закурит, но я думаю, что она постесняется просить. Она типа хотела, но она не смогла покурить, потому что у нее ничего нету, а попросить она пока что стесняется, поэтому мы позвоним Лукасу. Типа, поняли, набралась смелости. И такая сейчас типа, Лукас. Короче, она такая говорит, посмотрите, какая она пьяная. Стоит такая, Лукас,
Да, я пьяная, и что теперь? Да, ты сказал не пить мне, пить, не пить, но я все равно выпила, ну, чуть-чуть пива, попробовала, ну, что подумаешь? И вообще, знаешь, ты вообще не замечаешь, что ты мне нравишься, понятно тебе? Вообще иди в жопу, что ты меня контролируешь? Я кто тебе? Я что тебе? Почему ты меня... Почему ты вообще мне что-то запрещаешь? Все, такая, типа, я все сказала, такая, все холодно, надо идти назад. Ой, смотрите, Суту тоже уже напился, валяется. Налу, давай немножечко ты захочешь, типа, потанцевать. Такая, да мне пофиг вообще на этого Лукаса, блин. Чё я вообще, зачем я вообще ему звонила? Ладно, танцевать тут не получится. Чел тут опять увалился спать. Уже 5 утра. Короче, все. Я думаю, что Налу с Диной такие... Смотрите, уже рассвет. Боже мой. Налу с Диной, короче, пошли в ее комнату. Вот ее комната. Такая вот красивая. У нее как мастерская какая-то. Пап, свали давай с комнаты. Так, Дина, ложись спать. И Налу, давай тоже ложись спать. Вот они, подружки-пердушки. Так, все, оставим девчонок, пусть себе спят. И немножечко проспят в школу. Ну, походу, план проспать в школу мне не удался, потому что они сами проснулись и сидят тут что-то болтают, обсуждают. Она такая, блин, что вообще вчера было, я не помню. Мне кажется, или я кому-то звонила. Короче, что злится она. О, сильное похмелье. Вот и притупление алкоголя. Голова на лу разваливается от боли. Слушать слухи. А какие, от кого она слухи собралась слушать? От собаки? Так, давай проверим кролик общения. Она такая думает, блин, я хоть ничего не писала. Так, ей никто ничего не писал толком. Нам написал только Нелли, на Лу нам нужно встретиться и пообщаться. Может, она типа что-то Нелли написала. Бля, я Лукасу позвонила, мне вообще он задолбал. И Нелли говорит, на Лу, нам нужно встретиться и пообщаться об этом. Все, сейчас отправимся в школу. Да, прыщавый мой подросток. Натворила ты делов. Сильное похмелье, но кто бы сомневался, да? Так, у нас наконец-то пропал снег. Полноценная весна. Наоми тут собралась на пробежку, или она с ней вернулась? Сейчас посмотрим. Наверное, она с ней вернулась, и вряд ли она захочет бегать, потому что у нее сверхчувствительность из-за месячных. Поэтому иди и поспи, отдохни. Эрнест тут сидит за компом, что-то делает, может, работает. Интересно то, что я не смогла с ней отправиться в школу, к сожалению, потому что я отправила случайно в школу с Диной, подтвердила то, чтобы она типа отправила в школу, потому что я не видела, от кого это уведомление, типа посетить самостоятельно или отправиться вместе. Короче, Налу отправила сама в школу, поэтому мы просто ее ждем. Вот. К сожалению, мы не увидим приколов, которые даст нам игра от того, что у Нулу сильное похмелье. Так, Наоми, давай хватит спать. Идем сюда, займемся садом, посмотри, что у нас тут после зимы устроилось. Вырываем растения, которые больше не дают нам плоды. Мне нравится эта функция массовая продажа, так как за нее платят большие денежки. Вырвать. Это тоже мы вырываем. Бессонная ночь. Налу знает, что ей предстоит сдать важный экзамен. В последнее время в школе была большая нагрузка. Стоит ли ей выпить несколько литров колы и наспех выучить все для экзамена или заняться чем-нибудь другим и дать мозгу отдохнуть? Давай, я думаю, что Налу выпьет колы и пробует все сделать, так как она отличница. Она не может так, короче, поймать грязь в лицо. Не может не постараться. Налу устанавливает новый рекорд распитию шипучки и в какой-то момент осознает, что отталкивается от стен, готовясь к экзамену. Ладно, я ничего не поняла. Окей. Итак, у нас остается крокус и орхидея расти, окей. А сюда мы должны посадить что-то другое. Весеннее. У нас есть тюльпан, и больше ничего у нас весеннего нету. Поэтому мы сейчас купим семена весенние. Так, у нас появился лимон, морковка. Давайте посадим. Я думаю, что морковку мы посадим отдельно от цветочков. Так, львиный зев нам не надо. Маргаритка.
Вот посадим сюда. Стручок зеленого горошка пусть будет. У нас есть еще роза. Давайте посадим розу 2 раза. И давайте посадим 2 раза тоже тюльпан и маргаритку. Вот, потому что я так поняла, что у нас не так много фруктов и овощей для того, чтобы все это заполнить. В доме невоплощенной мечты, боязни исполненных желаний, как всегда, и раздражения из-за месячных. И сюда мы давайте тоже розу посадим еще одну. Будет у нас такой сад прям из роз, красота. И посадим это все. Эрнест, а ты что сидишь за компом? Такая погодка хорошая, иди давай на рыбалочку сходи. О, ну вы посмотрите на этого кайфушника. Мамин цветочек тут рыбачит, боже мой. Эрнест, ты, наверное, в таком кайфе. А природа-то какая. Там какие-то кораблики плавают. Но горы вообще красотища. Да, Эрнест? Вон чайка летит еще. Сюда подходит звук. Я в этом мире ищу только одного. Спокойствие, умиротворение. Налушка у нас со школы вернулась. У нее желание поболтать с Лукасом. Поэтому давайте посмотрим кролик общения. Лукас нам не писал. Лукас нам не писал, он, наверное, охерел от того, что Налу устроила ночью ему. Ладно. У нее прошел мой лет. Короче, что у нее похмелье. Наверное, в школе она там нормально провела время, покушала. Иди сходи в душ, тут в гостях не купалась. Давай, иди. Купаемся. И давай, конечно же, почистим зубы после того, что у тебя было ночью. Я думаю, это тоже тебе нужно. Наоми у нас кокетливо, а ты посадила все, что я тебе сказала. А поливать надо? О, давай польем все, а то что это? Боже, ну как мне нравится. Посмотрите, какая же красота в этом вашем Коппердейле. Ну, это просто картина какая-то. Вообще. Ладно. И наш домик так красиво вписывается. Вообще. Красота. Наоми тут поливает наши цветочки. Налу, что тут у тебя? Пришла тут на табуреточку к маме села, такая милашка. А ты намазала этот? Иди намажь лицо. Нанести очищающее средство для лица. Давай. Наоми, уже тепло? Я думаю, мы всю зиму нормально собаку толком не купали, поэтому давайте покупаем нашего сырка. Ой, Налу, ну чуть не с той стороны ты меня подставляешь. Что ты через забор собаку моешь? Ладно, мы сделаем вид, что мы этого не видим. У нас в том доме точно так же стояла ванная, и это никому не мешало. Наоми решила, что ей нужно так. Что это тут Лулушка наш? Друзей смотрит, боже мой, любимый сериал. Она постоянно его сама включает, именно его, хотя там большой выбор. Так, а что, у тебя лицо уже лучше стало? О, гляньте, результат на лицо. Как бы двусмысленно это ни звучало. Но давай мы с тобой пойдем, у тебя есть вот коврик для йоги. А где же твой коврик для йоги? Либо я уже слепая. Налу отлично проявляет себя. Она может окончить школу досрочно, если поговорить с директором или воспользоваться компьютером. Ничего себе. Но я не удивлена, в принципе. Потому что Налу умная девчонка. Она очень хорошо учится. И училась. Так, Наоми, что ты злая такая? Давай попробуй успокоиться. Давай с тобой пойдем к любимому мужу. Рядышком тут. Хотя нет, не будем прям тут рядышком. Он нас, наверное, будет раздражать. Сюда идем. Вот тут вот на пристани красиво. Как раз там, где нельзя ловить рыбу. Где плавают гуси-лебеди. Мы позанимаемся йогой твоей любимой. Наконец-то пришла весна, и можно заниматься любимой йогой. Так, доставай свой коврик. Боже, еще и на закате. Концентрацию мысли повыполняем. Боже мой, ну какая красотища. Еще закат. Там на фоне у нас колесо обозрения крутится. Ну кайф. Наомичка, ты вообще такая красотка. Одно наслаждение на тебя смотреть. Вообще умничка какая. На закате тут водичка, что так успокаивает. Блин, красотка. О, вот это мое любимое упражнение. Кайф. Вообще.
Давай, ложи в багаж свой коврик для йоги. Завтра тоже придем тут позанимаемся. Давай будем с тобой идти и крикнем Эрнесту, типа, давай закругляйся уже. Хватит там весь день ты рыбу ловишь. О, побежал сразу к Наоми, ну конечно. Ну, конечно, он хочет предложить заняться сексом. Ну как без этого, Эрнест? Пошляк ты эдакий. Но какая между ними срачка? Кстати, да, я забыла сказать о том, что вот эти вот их драки и ссоры очень быстро закончились. Они сразу начали налаживать общение между собой. У Эрнеста постоянно выразить преданность любимому персонажу обновляется это желание без конца. Поэтому, ну, они постоянно хотят выхлыкаться. Ну, вот как вы можете видеть, он уже, наверное, за вот это вот время, что я снимаю видео, раз пятый предлагает. Просто не все, наверное, на видео попало. Но у них отличные отношения, просто бывают какие-то трудности в любой семье, когда люди устают от работы, от бытовухи, от каких-то своих проблем. Давайте Лу вспомнила, что она звонила Лукасу, и она напишет ему сообщение. Так, дружеское, кокетливое, веселое, зло. Давай веселое, типа, ой, я вчера прикольнулась над тобой, это все была неправда. Ой, этих все любовь. Алло, а давай пойдем погуляем. Во-первых, расчешем нашего собакена, почешем ему брюшко и давай погладим, целовать и тискать. И отправимся на... Хотя нет, не будем с ним гулять. Я думаю, что на Лу отправится на велике покататься немножко. Ой, как красиво, боже мой, эти звезды. Да, у Налу теперь появился велик для подростка, нормальный, адекватный, а не то, что ей родители. Детские дали, она не могла на нем кататься, и старый Наомин велик, на котором она ездила все это время, тоже как бы рухлядь еще, да, он еще в Сулане. Потом она на нем по песку ездила, не знаю, как он еще не развалился, но окей. Катается, катается, деловая. О, Дина, стой! Останавливаемся. Не будет нас же мимо подружки проезжать? Давай, дружелюбное действие, история, рассказать грустную историю. Скажи, блин, мне так грустно. Он тут с папой. Ну, я думаю, что папа домой шел такой, дочь, давай сегодня не допоздна. Вот, папа, короче, пошел. И она такая, Дина, слушай, я наломала дров, мы, короче, напились. Я позвонила Лукасу, вышла. Она говорит, да, я знаю, чё. Ну, подумаешь, ну, боже, с кем не бывает, что ты паришься? Скажет, вот, смотри, я ему смс-ку написала, что это была все шутка. Вот. А вообще думаю, может, его на кофе пригласить? И Дина такая, ладно, я пошла спать. Попрощалась. Так, что у нас тут есть что-то интересный? Есть ли тут у нас кого-то, кого мы знаем? Походу нет никого. Ну, давай с тобой селфи сделаем. Такая типа, ой, сижу задумчиво на пристани, тут на ступеньках. Одна, гуляю. Вот теперь точно сижу задумчиво на ступеньках, одна гуляю. Все, спасибо. А ты кушать хочешь? Пойдем тут покушаем, тут есть что-то? Ну вот, смотри, тут есть какие-то кексы или что. Заказать еду. О, креветки в кляре. Почему бы и нет? Засыпает уже, стоит. Да сейчас поешь и пойдем спать, ну что ты? О, ну это ли не кайф? Сегодня понедельник, поэтому в парке аттракционов вообще никого нет. Только кот тут гуляет. Марк Котовский, или как там его. И тут же никого нету. Все поела? Все. Можно отправляться домой, пошли. Естественно, велики. Куда же мы без велика? Блин, классно, что мы живем тут, потому что это очень удачный район, чтобы можно было прогуляться вечером. Ну, как бы нифига себе, да? Парк аттракционов прямо у дома. Буквально в пешей прогулке. Там, блядь, кто-то мусорник перевернул. Налу подыми и выброси. Все, иди спать. Кстати, что-то креветка меня особо наелась. Наверное, как закуска больше, чем основной прием пищи. Чем у нас родители тут занимаются? Мама, что делаешь? Вот тут с папой телек смотрит. Кстати, вас надо переодеть, потому что в новогодних вещах кто такое себе. Декор новогодний брать. У нас вообще-то весна уже, да? Блин, мне, кстати, так нравится эта фотка. Хоть она и грустная отчасти, так как нас
Должно было быть 4 члена семьи, но у нас нас 3. Но ничего, ничего, то ли еще будет. Как видите, домашку Налу не захотела делать. А где она вообще? Вот ее домашка. Может, она поэтому не захотела делать, потому что у нее не было ее с собой. Так, Наоми и Эрнест тут сидят, кайфуют, смотрят телек с таким шикарным видом на фоне, с колесом обозрения, звездным небом. Вау. Этот пес чудной лежит в своей лежанке смешной. Ладно, пусть родители тут отдыхают, а мы с вами встретимся завтра и надеюсь, что сможем поехать в школу. Доброе утро. Налу приснился какой-то кошмар. Сон о роя мух, гигиена и чистота крайне важны. После этого ужасного сна Налу хочет вычистить дом сверху донизу. Боже, она тут уже себе завтрак какой-то взяла. Бутерброд с овощами и хумусом. Посмотрите, там арбуз, как будто бы тыква, хумус и бутерброд. Проголодалась девчонка, решила: Наоми, тебе не кажется, что у тебя слишком откровенный наряд? Какие классные увлечения. Наоми получает массу удовольствия от подробных рассказов персонажа по имени Лу про ее увлечение. Влюбленный в свое дело персонаж Кладис. Новая информация. Может, персонажу по имени Наоми нравится обсуждать увлечения? Я выберу нет, потому что тут конкретно касается Налу. И да, Наоми нравится обсуждать интересы своей дочки, но это не значит, что ей будет нравиться обсуждать абсолютно все и всех и вся. Так, я смотрю, у нас тут белье грязное в стиралке валяется. Наоми, давай, загрузи его в сушилку. Ну, теперь мы посуду бьем, да? Не, ну посмотрите на эту спортсменку. Какая погода у нас. Только я радовалась, что пришла весна, и у нас все солнечно, красиво. А у нас оказалось все очень-очень плохо. Моя хорошая, ты зубы вообще чистила? Иди почисть зубы. И нанеси очищающее средство для лица. Как бы утренние ритуалы подростка. Блин, у нее такие глаза красивые. Просто капец. Все, в школу готово. Давай иди еще смени одежду. Ну, давай пойдем сегодня в таком в простом наряде. О, ну, прекрасно. Кеды. Как раз когда такая погода дождливая. То, мне кажется, это идеально подходит. Налу закрыла дверь в комнату от родителей. Наоми все равно пробралась через окно. Это называется настойчивая мать. Да блин, мне опять не высветилась, чтобы отправиться с Налу в школу. И она отправилась сама. Капец. А что, блин, за фигня? Хотела с ней в школу поехать. Ладно, мы пока с Наоми удобрим растения. Наоми, кстати, а когда тебе на работу? А, так тебе надо идти на работу. Чего мы на расслабоне, девочка моя? Эрнест, ты чего стоишь? Давай убирай тарелку. Я так понимаю, что Налу оставила. Короче, меня содрала эта сраная школа. Мы никак не можем туда отправиться нормально. Провести там время. Поэтому я хотела чем-то классным позаниматься, а не только дома сидеть, блин, с Эрнестом. Эрнест, иди счета лучше оплати. Стоишь, что улыбаешься. Беси меня. Я вообще раздражена из этой школы. Так, нихера себе у нас счета. 6000. А я не поняла сейчас. А почему? У нас дом в 2 раза меньше. У нас термостат работает. Может, из-за этого? Давайте выключим его нафиг. Никакие там батареи и гирлянд у нас не включено вроде. Капец. Эрнест, покорми собаку. Ужас какой-то. Все, зима закончилась, отопление выключаем, экономим. Это был же трэш какой-то. Так вот, я, короче, психанула, задолбали. С этой школой? Что за глюк? Почему мне не высветилось уведомление? О, драма на выставке. Наоми всю неделю работала над выставкой декоративных растений для важного клиента, но произошло неповторимое. Наоми случайно отстригла макушку у лучшего образца. Наоми должна действовать незамедлительно. Она может признаться клиенту в ошибке или рискнуть и снять макушки у всех растений, тем самым выразив свое творческое видение. Давай, макушки долой. Наоми методично подровняла верхушки у всех
выставленных растений на выставке. Она объяснила это творческим подходом, что выставляет растения в совершенно новом свете, и клиенту эта идея очень понравилась. Это нововведение принесло огромный успех, и количество посетителей утроилось за неделю. Рост продуктивный средний, а был малый. Поздравляю тебя, Наоми. Кстати, надо снять этот веночек, наверное, новогодний. Хотя не так уж он по-новогоднему и выглядит. Можно представить, что это просто такой веночек из елочки. Ну, чтобы пахло, чтобы красиво было. Потому что мне нравится. Если я его беру, дом вообще какой-то будет пустой, как будто. Так, Эрнест, узнали, как прошел день у Наоми. Смотрите, как он переживает. Давай позвоним ей, что ли. Спросим, как у нее день прошел. Это что еще такое? Написать, что вы разводитесь, разведитесь по телефону. А нам это зачем? Давай флиртовать по телефону. Скажем, милая, как у тебя дела? И поболтаем. Просто спросим, как там у тебя дела. Боже, у Эрнеста уже 100 раз высвечивается желание зарабатывать миллионы, продавая вино. То у него было желание делать вино, то продавать теперь, господи. Так вот, я, короче, решила психануть, потому что серия совершенно какая-то скомканная, как будто бы получается. Давайте, короче, психанем. И Налу скажет, блин, Лукас, пошли на свиданку сходим, что ли? Она не будет ему напрямую говорить на свиданку, она скажет, пошли в бар какой-нибудь выпьем. Вот. Посмотрим, захочет ли он пойти с нами. Ну, я думаю, захочет, куда он денется. Исаак, здравствуйте, Налу, мы хотим, чтобы вы вступили в наш клуб Друганы. Что скажете? Нет, спасибо, мне не интересно. Знаете, что это за клуб? Это там, где мы вот в гараже тусили. А это как бы наш враг, да, был. Но после той тусовки я смотрю, что они довольно-таки неплохо поладили. Ну, влечение у Налу ко всем есть подросткам. Поэтому меня это не удивляет. Эрнест вышел мусор выносить. Эрнест, нормально тебя под дождем тусуются? Иди побегай. Сидишь, заняться нечем. Не, ну вы посмотрите на него, разделся он. Эрнест, у тебя все нормально? Ладно, короче. Ждем Налу со школы и отправляемся тусить с Лукасом. Так, все. Лулу наша вернулась со школы. Иди сходи в душ. Нет, я думаю, она ванну примет. Так. Пенную ванну. Вот. Она там, короче, настроится в ванной на то, чтобы позвать Лукаса в бар, поболтать, выпить, обсудить то, что она ему сказала. Раз он не хочет выходить с нами на разговор, мы сами сделаем этот шаг. Мы смелые девчонки, да? Мы поговорим. Так, будем-ка одеваться. Я думаю, что Налу скажет ему что-то вроде: я просто, да, выпила там с Диной, с ее старшим братом и его друзьями. Я там типа не какая-то там больная дурочка, не буду за тобой бегать. Наоми, про что ты там за трусы думаешь? Трусы и сердечки. Смотрите, как вырядилась девчонка. Покажи нам свой макияж. Посмотрите на нее. Это кто такая? Это что за девчонка, типа взрослая? Потому что Лука старше, она хочет как будто бы ему соответствовать. Так вот, к тому, что зачем вообще эта вся встреча, что он там перед ним оправдываться будет. Она просто хочет прояснить ситуацию, ну, чтобы это как-то не замалчивалось, чтобы Лукас не думал, что она какая-то дурочка. Хотя я не думаю, что он так будет думать, потому что она ему тоже очень нравится. Все, мы прибыли. Посмотрите, какая она красотка, как она нарядилась. Боже мой. Как она смотрит на орущего Лукаса. А орёт он, потому что ему не нравится, что тут есть кальян. Ну, Лукас, мы не заставляем тебя его курить. У нее высветилось, что это предмет обожания. Ой-ой, перед этим персонажем невозможно устоять. Лукас очень нравится персонажу по имени Налу. Та, которая пришла поговорить о том, что она не какая-то там больна и не собирается с ним бегать, и не так уж сильно он ей нравится, что это вообще был прикол. Что-то ему показывают там фотки, такая: вот, смотри, я не сильно напилась, вот у меня есть фотографии, доказательства. Там какие-то фотографии с начала вечеринки. Так, ну что, давайте сядем тут вместе и Налу заказать
напиток. Давай любимый напиток посмотрим как раз заодно, какой у тебя любимый напиток. Не, ну посмотрите, даже в такой одежке она все равно как лучик солнышка сидит, такая вся милашка. О, Лукас тут нашел какую-то игрушку. Давайте играть в аркаду вместе с Лукасом. Попробуем. Почему бы и нет? Мне нравится, Лукас смеется, на Лу психует. Посмотрите. Ну реально. Какие смешные. Лукас, а что ты злишься вообще? Что у него не так? Он голодный. Ты вообще заценил? Ой, как она попрыгала. Лукас, ты вообще заценил, какая она красотка? Налу, давай прекращай играть. Пошли. Я думаю, что Налу закажет арому с колой для нее и для Лукаса. Но какие деловые сидят. Так, ну что, пришло самое время поболтать. Давай, Налу, скажи, что... ну подумаешь, типа первый раз выпила алкоголь, будто с тобой ничего такого не было. Ну напилась, ну немножечко там прикольнулась, ну подумаешь. Блин, ну как ты вовремя захотел в туалет? Иди давай. Только не писайся. Так, у Лукаса отчет по мудлетам. Ну, такие очень уверенный. Полезная беседа. Место для настроения. Подвыпивший. Лукас, я думаю, больше точно не будет пить. А вот Налу закажет себе еще любимый напиток, потому что нам таково не дали, и я не видела, какой у нее вообще любимый напиток. Рассказать анекдот из серии «Кто там?». Давай. Так, какой там любимый напиток? Отвертка. Налу. Хорошо, будем знать. Что за звук? Чувак тут поет. Я думаю, что они с этого посмеются, и Лука скажет: Налу, почему ты выбрала именно это место для нашей встречи? Она говорит: ну не знаю, просто мне кажется прикольно в баре потусить. А где у нас еще есть бар? Больше нету. Давайте Лукас похвалит внешний вид Налу. Ну что реально скажет, то что ты красиво выглядишь, что тут такого? Она смешно поет, у нее еще музыки как будто бы нету. Так, Налу кокетливая, у нее мечтательный взгляд, симпатия к персонажу поблизости, пьяная. Я думаю, что она по пьяни опять немного флиртанет с ним. Она такая, типа, слегонца, знаете, такая: да ладно тебе, сейчас скажи, что тебе не понравилось, что я там тебе звонила. Позаигрываю. У нас появилась романтическая полоска. Не, ну а что я удивляюсь? Чего я ожидала, если я парочку романтичных действий выбрала сделать? Вообще было бы классно, если было бы действие спросить, есть ли пара, потому что Лукас, я думаю, после той вечеринки немножечко задумается над тем, что встречается ли вообще с кем-то Налу, и есть ли смысл с ней время проводить. Знаете, он будет такой закрытый, прямо не будет спрашивать ничего, но свои какие-то эмоции внутри будет там переживать. Короче, молчаливый такой, знаете, не говорит напрямую, что он там ревнует немного, что ему бы не хотелось там, чтобы она с кем-то встречалась. Так, теперь я думаю, что Лукас скажет, что Налу, мне кажется, что ты уже такая пьяненькая, пошли, либо я тебя домой проведу, либо немножко пройдемся пешком, потому что ты, короче, тебе надо свежим воздухом подышать. Нормально то, что нам Лукас звонит? Это знак. Ты не хочешь подать заявку на мисс 2, познакомишься с тем, кто тоже ищет свою любовь. Мне кажется, сейчас самое время. Лукас, во-первых, мы с тобой на тусе вместе находимся сейчас прям. Во-вторых, ну, типа, ой, мыс, а не мисс. А во-вторых, ну, типа, можно как-то потусить вместе и без реалити-шоу, да? Или как там это называется? А можно не так быстро ходить? Короче, они тут прогуливаются. Можно как-то поближе друг к другу? Ну, короче, что гуляют, общаются. Шутки какие-то свои разговаривают. А как вы смотрите на то, что они вот этой вот красивезной арке поцелуются? Но почему бы и нет? Давайте, типа... давайте, короче, так, смотрите, что я придумала. Они тут гуляют и, ну, короче, дышат свежим воздухом. Я думаю, что Лукас провожает Налу домой уже, тем более, что уже час ночи. И Налу там что подскользнулась, так как она неуклюжая. И Лукас такой, типа, сейчас ее схватит в объятия, типа, чтобы она не упала. Смотрите, есть спросить, есть ли пара.
Ну ладно, нам это уже не актуально. Мы уже дальше зашли. Так, и давайте держаться за руки. Лука скажет: послушай, ну, Лу, мне, конечно, было очень приятно. Наконец-то он откроет свою душу. Смотрите, она в шоке. В шоке от того, что это происходит. Короче, в чем суть? Он скажет, типа, мне, конечно, очень приятно, что ты мне позвонила, ты не думаешь, что я там как-то проигнорировал это все. Типа, ты мне на самом деле нравишься тоже из нашего детского возраста еще. И знаете, что я думаю? Что именно Налу после этих слов просто возьмет и поцелует Лукаса. Я просто думаю, что Лукас не настолько настойчив идти вперед. Короче, не настолько он решительный, а Налу типа такая: ой, да пофиг. Ну что, давайте целуемся. О, посмотрите. Боже мой, посмотрите на это. Лукас в ахере. И давайте тут Лукас, короче, охерел. От радости, естественно, в хорошем смысле. Игривый шутник, похотливые улыбки, кокетливые шутки настраивают на романтический лад, страсть. Ах, приятное прикосновение другого персонажа, кокетливость, особая связь, первый поцелуй, смешанное чувство любви и счастья после первого поцелуя с новым персонажем. Гляньте, у него сразу высосал мудлет, протрезвление. Ну, конечно, такая красотка, смотрите-ка, стоит. Гляньте на нее, ну гляньте на эту мышу. Хитрая, еще ножку так подставила, боже мой. Я думала, что после этого Лукас схватит Налу и поцелует. Эти первые поцелуи такие смешные. Боже, посмотрите на них. Ну что за сладкие булочки. Ты мне нравишься, я хотела бы видеть тебя голой, пока я голый, а потом бы мы сделали кое-что вместе. Лукас, тебе не кажется, что это рановато немножечко? Ну совсем немножко ты перебарщиваешь. От парня, который не мог сделать первый поцелуй и поцеловать нас вообще, в принципе, признаться в том, что мы ему нравимся, до такого, конечно, да. Смелости набрался или что? Он нас опять схватил и целует. Ну, боже мой. Боже, Налу. Новая динамика, страстные отношения. Ладно. Боже, уже 2 часа ночи. Налу, пора домой. Налу. Скажи, ну после такого трэша можно и покурить. Ладно, все, давайте заканчивать. Этот трэш. Мне кажется, эта серия максимально какая-то сумбурная, максимально, я не знаю, нелогичная. Просто игра завела в какие-то дебри, но окей. Может, мы будем жалеть о каких-то действиях, жалеть о том, что мы вообще все это затеяли. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше и как будут дальше развиваться эти отношения. Хотя у них нет никаких отношений, если что. Это просто какие-то порывы нежности, любви. И что нам дальше даст игра? Одной игре известно, как говорится. Поэтому да, на этой интересной ноте я заканчиваю эту серию. Спасибо, что были со мной. Очень интересно увидеть ваши комментарии к этой серии. Она реально очень смешная и странная получилась. Но окей, есть как есть. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока.